И наконец-то вот оно выпало. Монета большая. Там вот место, где была таверна. Чуть-чуть подковырнет лопатка сейчас. И найдем. Чем нас порадует этот сигнал. О, вот только гляньте, какая красота. С войны лежат. Ну, слава богу, не выстрелили, значит, никого не убили. Это хорошо. Привет, комрады. Иду копать по тропиночке хорошей такой. О, слышу какой-то щебет. Вон он. Орет, мамку зовет. О, кто мне скажет, кто это? Летать явно не могут. Вышел я на поле, а тут еще интереснее. Видите, уши торчат. О, их там трое. Обалдеть. Так, до них метров 30. О, чесанули. Ха-ха. Блин, я вот туда иду. Это что там за машина может ехать аж по бездорожью? Что он там делает? Я как раз вот на этот холмик иду покопать. О, куда заехал. Офигеть, блин. Что ему там надо? По такому склону крутому. Да. Я бы там не рискнул на своей ездить. А этот хоть бы что. О, так там поле скосили. Я только сейчас заметил. Посмотрел на эту машинку. Там как раз деревня была, где он ехал. И чуть дальше на пригорке. Большая деревня. Чувак едет прямо по деревне этой. Еще думал, может, это комрад. Сейчас думаю, вряд ли. Я тут решил пока слегка замаскироваться. Надеюсь, у меня получилось. Он, похоже, решил проехать мимо. Раз поехал мимо, мы пойдем на свое место. Тут засеяли, но еще пока не взошло, надо копать. Через неделю поздно будет. Поле пока вон так выглядит. Пара травинок где-то начала вылазить, но в целом нормально, еще копать можно. Я сегодня в кроссовках. Нормально. Но красота. Вон поле, откуда я пришел. Ну, вертолет летит сюда. Контролирует количество находок. А находки, кстати, есть. Вон, гляньте. Это пуговка. Сейчас посмотрим, что за она. Пуговка. Без ушка, но с рисунком. О! А рисунок-то необычный, гляньте какой. Ух ты! Внутри какая-то надпись, потом разберем, если интересно будет. А здесь, гляньте, два рожка и скрещивающиеся молнии. Пока не знаю, что за эмблема, но узнаю, обязательно расскажу вам. Вообще интересно, красиво. Имперского периода явно. Только не знаю, российского или польского разлива. Может быть и то, и другое. Что и вот такое я узнал. Это почтово-телеграфное ведомство, мундирная пуговица. В 1884 году объединили два ведомства, почтовое и телеграфное, в одно, почтово-телеграфное. Поэтому, видите, два таких рожка. Это у нас, видимо, почта. Ну, а молния — это телеграф. Интересно, симпатично. И надпись: Санкт-Петербургская пуговичная мануфактура. Я вообще вчера отходняк, вернее, после вчерашнего еще не прошел, поэтому сильно восхищаться не могу. Вчера мы талер выкопали 1620 года. Вот это была находка, от которой, конечно, хотелось подпрыгивать. Ты только, блин, что это? Я в полном шоке, ребята. Вот, а от таких, конечно, меньше интереса. Так что не удивляйтесь, что мы не подпрыгиваем. Вот что интересно, практически с той же ямки сантиметров 40 был сигнал, но такой фиговенький. Но решил проверить, и выпала монета. Советы выпали, очевидно. Старые, помятые, но квадратные буквы. Значит, действительно старые. Вы что-то ветерок стал на меня задувать. И это у нас 20 копеек
По-моему, 41-го года. Блин, какие-то они убитые. По сравнению с пуговкой. Все равно берем, первая монета сегодня. О, гильза выпала. Я их не особо люблю, просто это отличается от тех, что обычно нахожу. Смотрите, у него блестящий капсуль. И надпись Ремингтон. Чего там, 27? 21 или 27. Капсуль, кстати, не пробитый. Значит, может, внутри еще и порох. Что ж, минут через 15 копа. Первый сигнал более-менее хороший. Перед этим проволока была. И выпал кругляшок. О, краешек торчит. О. А? Блин, что это? О, тут какой-то рисунок, ребятки, гляньте. Так это у нас украшение, слушайте. Вот это находочка. На сегодня первая. О, так там еще и клеймо есть. Слушайте, это серебро. Вот это да. Так, что-то там я вижу восьмерку какую-то. И все. Может, вам лучше видно. Такое солнце яркое тут закатное. Красота. Непонятно только какого года это. Но старенькая, обломалась. Тонкая, конечно, но приятно. Серебро. Украшение отлично. Берем. Не зря приехали. Вот это. Я говорил лунница, но это, конечно, не лунница, потому что по времени лунницы были куда раньше. Просто по форме похоже. Похоже на сережку или подвеску, не знаю. Сережка. Будем пару искать. Но здесь приятно, что есть проба. 84-я проба стоит. Стало быть, серебро подтверждено. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Короче, стало интереснее, гляньте. О. Но сигнал, правда, был такой, что советский. Не медь. Я пока не знаю, не видел, что это. Сверху прям монетка лежит. О. Да. А это вот у нас пятнашечка на квадрате. Ох, ох, ох. Фу, блин. После вчерашнего талера такое поднимать, конечно, неинтересно. И смотреть на нее тоже. Чтоб сохран нормальный был. Но возьмем до кучи. Очередная пуговка, но это, к сожалению, без рисунка. Вот как обычно закон подлости. Без рисунка ухо есть. С рисунком без уха. Все, мы возьмем. О, а из очередной гильзы опять-таки порох посыпался. Вот такой он. Сухой, кстати, горел бы запросто. Жаль, спичек с собой не взял. Показал бы. А вот и конская пуговица выпала нам. Просторечие конина. Медная. Царских времен. Берем. Патрон надломанный. Опять этот Ремингтон. Уже, наверное, штук 20 гильз, а то и больше таких накопало. Вот первая с пулей вместе. Пуль по отдельности тоже куча. Кто-то их расшвырял их тут. Придется утилизировать в кустах. Вон там. А вот и опять советики пожаловали. На этот раз желтые. И что это у нас? Это у нас троечок. О, 1926 год. Состояние ничего вроде. Симпатичное. 26 год, да, старый герб. Ну что ж, приятно, берем, и сигнал такой хороший был. Ну дела, я сюда не за этим пришел, товарищи. Кто-то тут сбросил, такое ощущение, боеприпасы и текал в войну. Вот так, разоружение произошло. А может, потеряли. А тут распахали. Вот так-то. Добра в земле лежит тут навалом. Да. И вот опять советы выпали. Вот была проволочка, сигнал был очень похожий. Но копеечки не да. Звучат иногда. Вот какой-то у нас год 1935. Гляньте, сохранчик какой симпатичный.
1 копеечка, Советский Союз. Берем, красота. Поищем еще. А вот и доисторический артефакт, гляньте. Вот с такими примитивными орудиями наши предки ходили на войну. Страшно подумать, что они ими делали. Не берем. Ну что, солнце только что село за бугор, а у нас тут находочка, и вон какая. Я успел ее разглядеть чуть-чуть. Гляньте. Пуговка, да какая. Золотая. Видать. Империя. Сейчас посмотрим. Ну не красота ли, а? В позолоте. И на обратной стороне видно позолоту в букву. Потом посмотрим на обзоре. Помою, покажу красиво. Ухо есть, что радует. Такого фасона я еще не находил. Обычно другого типа попадаются без этого вот канта. Здорово. Берем, красота. Сохранилось неплохо. Остатки позолоты. Здесь надпись Юнкин. Был такой, проверил в интернете. И второй сорт. Стало быть, золочение здесь было не очень богатое. Наверное, однократное. Вот и снова монетос. Правда, на этот раз в огорчительном таком состоянии. Это ж надо же. Копейка. Казалось бы, такая мелочь. Вот кто-то согнул. 1 копейка, старые советы. Год уже не важен. Даже если это раритет, похоже на 39-й. Ну ладно. Гляньте, какая луна здоровенная встает над деревней. Кто-то там все косит траву. А мы тут монетки косим. Что-то час уже как отрезало. Ничего, вообще одни гильзы. Наверное, все выкопал. А думал раритет поднять. Не поднял. В следующий раз. Кому понравилось, обязательно не забываем лайк ставим. Кстати, и подписаться будет не лишним, с колокольчиком. А если вам просто интересно смотреть, как я веду поиск, и хотели бы поддержать канал, пока он не загнулся, вы можете стать моим спонсорами на Бусти, Патреоне или прямо в Ютубе. Благодарю всех, кто меня уже поддерживает. А вы думали, что сейчас находки буду показывать? А нифига. Я решил, что как-то мало было находок. Мало мы поискали. Поехал опять на то же место, но по дороге заметил на карте точку, на которой ни разу не был. И тут за этим вот полем, на котором уже что-то растет, тут за этим полем, о, гляньте, можно по такой ходить. Сколько я тут не ходил, столько вреда не нанесу, сколько эти машины, проехавшие один раз. Короче, о чем? Там хутор был, и там такого, этих посадок еще нету. На опушке леса и частично в лесу. О, я уже отсюда вижу, сейчас покажу. Вон, ну видите, еще не засеяны. Вот так. Так что с находками потерпите. Сейчас еще прибавится еще получше, что-нибудь поинтереснее. И тогда покажу их все вместе. Так будет интереснее, я думаю. Ну а если здесь ничего не будет интересного, то поеду на то место, где был вчера, и там точно найдем. Нехорошо, конечно, топчусь тут. Но, блин, обходить очень уж много. Фу. Все, пора уже начинать копать. А, на поле тут, оказывается, картошку посадили. Местами уже даже взошла. Кое-где хорошо, а кое-где вообще никак. Вон пока еще нету. А хутор, по-моему, был вон там, где-то на опушке леса. И частично в самом лесу. Сейчас узнаем. Неохота по картошке ходить, поэтому придется как-то аккуратно по краю поля. Да, неудивительно, что здесь ничего не растет почти. Глядите, земля какая. Вон, комки твердые, глинистая почва. Вон, ряды пустые вообще. Походим сейчас тут, пока ничего не выросло. Ну и по краю поля тоже вон тут можно. Ну вот, на этом голом участке первый сигнал через 30 секунд буквально. Это пуля такая толстенькая. Как показать вам. О, видите, какая на ней насечка. Интересно, обычно я нахожу остроконечные пули, а это круглая. Вот мы практически на месте. Тут между
картошкой. Это поле картошки и лес. Тут какая-то трава. И я тут вот по этой полосе хожу рядом. Гляньте. Прямо сверху лежит. Конечно, не глазами нашел, а прибором. Но это у нас копейка. Я уже вижу копеечку. Ух, блин, я же говорил, глина. Так, какая-то копеечка-то у нас. Старая копеечка. Отлично. О, по-моему, 36-й год. Или 56-й. Нет, 36-й СССР. Тут у нас снова сигнальчик. Похоже на предыдущий. Вот в этой ямке. О, где-то вот тут вот что-то есть. Чуть-чуть подковырнет лопатка сейчас. И найдем. Чем нас порадует этот сигнал? Кроме самого сигнала. Так, проверка. О, где-то здесь. Как же интереснее. А, интерес прошел. Пробочка. Не берем. Зашел я в лес. Потому как по краю поля ходил. Полчаса ничего больше не было. А тут такие большие деревья, клены, ясени. И где-то по карте здесь проходила так вот дорога. То ли через лес, то ли по краю. Там какие-то кирпичи видел. Ну вот, а здесь сначала фигня выпала. А теперь вот монетка. О, монетка, правда, тоже фигня, но тем не менее монетка. Копеечка 77-го года. Поздний СССР. Кто-то обронил. Ну ладно, немного походим тут, да поедем на другое место. Вчерашнее. Вот, проверил еще раз место, а там опять сигнал. И снова была копеечка. Сигнал точно такой же был, поэтому я понял, что это то же самое, похоже. Комары. А, 74-й год, 1 копейка. Комаров навалом в лесу. Вон там была еще 1 копеечка, да уже не стал снимать. А тут сигнал чуть другой был, решил копнуть. А выпало вот что. Видали? Вот вчера копал, нашел несколько патронов, и сегодня. Но вчера были какие-то типа Ремингтон, а это другие. Под корнями, зараза, под этим дубом копать трудно, еще комары, заразы. В общем, не дуб, это ясень, по-моему. Но не в этом дело. История, похоже, повторяется. Вон, гляньте, уже 3 патрона выкопал. Целых. И там еще сигналы под этими корнями. Я понял, что такие же самые не буду копать. Ну его нафиг. О! С войны лежат. Ну, слава богу, не выстрелили, значит, никого не убили. Это хорошо. Мы их сейчас вот пристроим тут. Место удобно. О! Глядишь, тут еще 100 лет пролежат. Никого не убьют. А мы вот туда пойдем, да. Если ничего не найду, поеду на другое место. Решил я все-таки переехать на старое место. Вчерашнее, где были интересные находочки. Ну, кстати, пока буду ехать, гляньте. Вот в чем прикол Деуса. Когда ехать, он заряжается. Лампочка горит. От прикуривателя. Ну что, поехали. Ну вот, я на вчерашнем месте. На высоком холме. Где можно покопать. Пока еще не проросло особо. Но было опять гильзы, были всякая фигня, не снимал. Вот это, похоже, у нас колечко выпало. Почему я решил, что колечко? Мне так хочется. Так. Потому что вот есть какой-то странный узор. И еще какая-то там печать. В общем, что-то похожее на кольцо. Сейчас попробуем его очистить от песка и покажу. И таки да. Вон толстенькое какое литье. Симпатичный был перстенек. Очевидно, здесь был камушек посередине. И вот его сломало, камень выдавило. Остался только бронзовый кружок сплющенный. Тем не менее, это у нас перстень. По размерам, судя, мужской. Берем. Это у нас будет считаться зачетной находкой. А вот был сигнальчик неплохой. Сначала решил монетка, но
Уже вижу, что не монетка, а пуговка. Гладкая, с ушком. Малюсенькая. Детская, что ли. А вот и заветный кругляшок выпал. Сигнальчик был хороший. О, ребята. О, тут даже картинку видно. Думал, будет убитая. И что же это у нас такое-то? Уж не баратинка ли это? Сейчас посмотрим обратную сторону. Да, очень похоже. Хотя отличается. А вот вам, ребята, еще одно доказательство, что не зря я сюда пришел. Доказательство, правда, поломанное, но не менее убедительное от того. Гляньте. Это у нас перстенек сломанный. Там даже какое-то стеклышко поблескивает. Чистка, конечно, его ценности не увеличила, но сам факт вместе с той монетой и предыдущим колечком наводит на размышления, что это что-то интересное. Я имею в виду само место. Ну, почти по размеру. А вот вам пуговка на 4 дырки с печатью и надписью. Что интересно, надпись гласит, что пуговицу носил Коля. Ни разу пока не находил вот таких. По-моему, это кальсонная пуговица с надписью Николай Семенов. Тоже 19 век, а Николай Семенов вообще-то мастер, по-моему, работал с 18 века начиная. То бишь, это такая мануфактура уже династическая. Оловянная пуговка, редкая в наших краях. 9 часов, начало 10-го, солнце садится. И наконец-то вот оно, выпало. Монета большая и толстая. Так, а что это у нас такое? 2 копейки, что ли? Ух, интересно, сейчас мы ее немножечко почистим. Да, вот он орел, гляньте какой. Приятный. О, а здесь видно 2 копейки, 1862 год, ЕМ. 62 это у нас значит кто? Правильно, Александр II. Александр Николаевич. Вот это да. Вот это приятная монета. Сигнал-то какой был. Берем. Берем. Вот, блин, сейчас чуть это самое. Короче, напугала меня собака, прибежала. А потом ее хозяин подходил. Но рассказал интересную вещь. Там вот место, где была таверна. Километра 3 отсюда. Так что будем искать гостиный двор, он сказал. Гостиный двор. Вон он. Со своей собачкой. Какая-то пломбочка выпала интересная. Такую еще не находил. Темно уже, еле разбираю. Кстати, пломбочка такая мелкая, что я сначала даже не понял, что это пломба. Но когда помыл, обнаружил надпись Варшав. Почему-то Варшав, а не Варшава. И 1907. О, как оказалось интересно. На обороте надпись таможня. Еще какие-то циферки. Какалик, не какалик. Монетка выпала. Чуток видно что-то на ней. Может, это мое воображение. Тонкая. Еще тоньше той первой. А, ну вот есть какая-то надпись по краю. Похоже на баратинку. А вот и что-то интересное у нас выпало, гляньте. Сигналило-то как пробка. Но не пробка. Ну как? Что-то с подвесом. Только гляньте, какая красота, а? Была посеребренная. С этой стороны, видимо, что-то вставлено. Портрет, что ли? Я так думаю. Что-то вроде какого-то медальона, подвески. Класс. Это красиво. Берем.
Вот эта вещь интересная, жаль, не целая, поэтому не могу судить, что это точно, но носили это, опять-таки, я вижу на цепочке. Возможно, здесь был портрет любимой девушки или какой-то образок. Он у кого-то день рождения, похоже. Нормальный такой день рождения, я вам скажу. Салют-то был у нас в честь монетки, а не в честь дня рождения. Что мы видим? 33-й год. 1 копеечка. В отличном состоянии. Берем и радуемся. День рождения удался. Гляньте, какой у нас замечательный ключик выпал. Красивый. Сколько время, уже 10 часов, включили фонарь. А налобно-то я и забыл. Но выпала монетка, гляньте у нас. Щитовик выпал. Ого. И неплохой такой. 32-го года, по-моему. 10 копеечек. Берем. Вот это вы видите, что я нашел, а? Вот только посмотрите, пуговка-то какая. О, блестит, слушайте. С циферкой 12, красота какая. Вот это приятная находочка. Это мы берем. И радуемся. Ну почему интересна эта пуговка? Потому что, во-первых, сохран хороший. Обычно все хуже попадается. Во-вторых, потому что это пуговица с военной формы наполеоновской армии. Стало быть, французы там у нас воевали на этом месте. Ну вот, а я не знал, раньше не находил никогда таких. Так что порадовала меня пуговка. А еще тем, что, оказывается, они даже что-то стоят. Смотрел, где-то в районе $10. За такую пуговицу могут даже отсыпать особо рьяные любители филобутонистики. Вот так-то. Значит, Наполеон бежал там, штаны потерял, пуговицы уронил. Все никак не уйду я, ребята, все никак не уйду. Потому как вот смотрите, опять монетка. И это нам уже видно, что это Николай I. Ух ты, гляньте. Сохран-то ничего. Очень даже. Что это у нас такое, денежка, что ли? А, нет, это 1/4 копейки серебром. О, класс. 1841 год. Четверть копеечки, гляньте. Рельефчик, ничего. Класс. Берем. Темно вообще. Но уходить страх как не хочется, потому что вы сами видите. Прут какие-то все время находки. И не только монеты, еще какие-то артефакты. Вон, гляньте, что это? Не знаю. Красиво. Дома разберемся. Это я, как мы уже договаривались, если вещь неизвестная, это либо от самовара, либо конина. На самовар не похоже, значит конина. О, ребята, зацените, что я сейчас поднял. Вот это монетосик. Кристинка, что ли? Я вот, честно говоря, сейчас и не очень-то уверен. Темно, и не могу понять, медная она или это серебро в патине. По-моему, солид какой-то. А что за солид, непонятно. Владение Швеции. В Ливонии. Это у нас Кристинка, монетка серебряная, солид. Начало 17 века. Ну как, первая половина 17 века, там 1644 какой-нибудь. Тут, к сожалению, разобрать не получается. Но приятно, хоть серебро есть, хоть одно. Монетное, вот видно. И герб. Вензель с короной. Вот так находка, товарищи. Отвертку выкопал. Механизаторы ее, что ли, тут посеяли. Направился я уже в сторону машины. А не тут-то было. По тому месту, в принципе, шел, где уже копал. На тебе опять монетка выпала. Может, на этот раз и правда баратинка. Елки-палки. Что-то видно. Разберем дома, ладно. На обзоре все будет в лучшем виде, красота. А сейчас порадуемся. Монетка? Ну, блин, чувствую, что пока я прибор не выключу, до машины мне не дойти. Гляньте, уже быстрым шагом шел. Думал, ну пробка.
А не пробка, нифига. А это пятак, ребятки. Это у нас пятачок советский. Выпал 31 года. Но красавчик. Берем. А вот теперь можно и находки посмотреть. Обманывать не буду. Это не за один выезд, а за два. Ну, как я, в общем-то, и рассказывал уже. Где-то первый у меня был часа 4, второй, наверное, часов 6. Короче, вот что можно выкопать за 10 часов копа на хорошем месте. 19 монет. Кому понравилось, ставьте лайки пожирнее, потому как я считаю, что отличный получился выезд. Обязательно поеду туда еще, возможно, завтра, хотя там какой-то дождик капает за окном, если слышно вам. Смотрите продолжение в следующем видео, там находки еще круче будут.